День 1623. Алекс на связи. Одной из первых автоматизаций, которую я делал в умном доме, это была автоматизация управления светом в гостиной. Ну, точнее, это гостиная и кухня совмещенная. И поскольку там постоянно ходят люди, постоянно забывают выключать свет, то хотелось бы сделать так, чтобы он, во-первых, включался автоматически, но и выключался тоже автоматически, если кто-то его там оставил. В принципе, вариантов управления очень много используется. Там у меня сделан ночник, он по сути сделан на базе шлюза от Xiaomi. Это перепрошитый шлюз от Xiaomi. И там можно делать разную подсветку, то есть это можно просто включать-выключать, там белый свет делать или цветной включать режим, то есть разные способы информирования или освещения можно использовать. Также у меня сделано так, что на потолке используются 3 разных светильника, 3 люстры, и это тоже можно либо включать все сразу, либо по отдельности. И это тоже можно в сценариях по-разному делать. Еще я дополнительно делал светильник, который управляется удаленно. Это светодиодный светильник. Но поскольку он точечный был, то было не очень удобно его включать в такой большой комнате. То есть освещение было недостаточно равномерным. И я его пока не использую. Но, возможно, это тоже обратно установлю. У меня также используются разные датчики. Есть датчик движения, который обычный инфракрасный, пассивный датчик движения от Xiaomi. В принципе, они работают вполне неплохо, хорошо срабатывают. У меня он в комнате стоит один, но плюсом еще такие же датчики стоят в других местах. То есть это у меня стоит в коридоре еще такой же. И если обнаруживается движение либо в коридоре, либо на кухне гостиной, то тогда этот ночник включается. Он включается всегда, но в разных режимах. То есть если это на улице светло и в зависимости от времени суток у меня определяется, день это или ночь. И, соответственно, если день, то он включается в небольшом режиме яркости. Это мне нужно для того, чтобы, в принципе, понимать, работает он или нет. Потому что иногда это вызывает вопросы, вдруг там все уже отвалилось и перестало работать. Но если на улице темно, соответственно, это ночное время, то он включается достаточно ярко. И его вполне хватает для того, чтобы в комнате видеть и, соответственно, не приходилось включать большой свет. Также этот ночник включается еще, если открывается дверь и выключается свет в ванной, в туалете. Это сделано для того, чтобы, если ночью выхожу из туалета или из ванной, свет автоматически там выключается, и, в принципе, становится достаточно темно. Но поэтому я включаю этот ночник, и он также освещает и кухню, и гостиную, и еще вполне хорошо светит в коридор. То есть этого, в принципе, достаточно для того, чтобы в целом обеспечить комфортное освещение. Поскольку в гостиной находятся люди довольно нечасто, и, в принципе, там никто не спит, то, конечно, можно предусмотреть разные сценарии с оценкой, есть там люди или нет. Для этого я купил датчик присутствия. Это датчик от Aqara. Он, в принципе, довольно неплох. В парном приложении, конечно, возможностей у него побольше. Он может там вплоть до того, чтобы определять, где конкретно находится человек, в каком месте комнаты. Но без этого приложения в системе умного дома у меня это не работает. То есть, в принципе, показывает просто, что человек находится или отсутствует в комнате.
либо он перемещается по комнате, то есть приближается к датчику или удаляется от датчика. Есть еще возможность определять, появился он в зоне действия датчика или вышел из зоны действия датчика, или движется слева направо или справа налево. Но это разные режимы, то есть их нельзя одновременно включить. То есть либо я определяю, что человек заходит и выходит, либо я определяю, что он движется слева направо. У датчика хорошая чувствительность, поэтому он, по сути, называется датчиком присутствия. Есть тоже такие же датчики, это микроволновый датчик, но они более дешевые, и они не могут определять именно присутствие. Присутствие определяется это на малейшее движение человека. В принципе, для того, чтобы датчик срабатывал, достаточно просто дышать или там шевелить рукой. Этого уже будет хватать ему для определения. Но у него дальность ограничена. Во-первых, он не может дальше 5 метров определять присутствие, то есть он движение может увидеть, а присутствие он уже не определит. И тогда, конечно, получается, что в систему умного дома приходит сигнал о том, что присутствие прекратилось, и, конечно, это часто бывает неправильно. Ну и также у него ограничен угол обзора, то есть, соответственно, если находиться достаточно к нему близко, а он установлен вверху на кухне, на шкафу, то есть, конечно, тогда получается он не видит то, что находится под ним человек, и не срабатывает, то есть он отключает присутствие. И тогда запускается сценарий, что никого нет, и я на основании этой информации начинаю выключать свет на кухне. Сначала я делал так, что у меня выключался он сразу. После того, как этот датчик пришлет сигнал, он присылает информацию где-то через 15 секунд после прекращения движения. Но это, конечно, очень быстро, и иногда, в принципе, 15 секунд можно неподвижно сидеть и даже не дышать. Поэтому я сделал так, что пришлось использовать альтернативный таймер и выключать свет только через минуту, когда уже точно движение прекратилось. Но я еще сделал дополнительно так, чтобы все-таки датчик информировал о том, что если он определил, что присутствие закончилось, он у меня один из светильников выключает для того, чтобы было видно, что нужно пошевелиться, иначе вообще свет выключится. Конечно, для того, чтобы свет не выключался, если человек находится в комнате, или не включался, например, если это не надо, еще сделано так, что если, в принципе, не шевелиться и свет выключить, то он все равно присутствие понимает, то есть не перемещаться по комнате. И он тогда не будет дополнительно отправить команду, что присутствие снова появилось, и я проверяю, если сначала никого не было, а потом кто-то появился, только в этом случае включаю. А если была непрерывная подача информации о том, что кто-то присутствует, то в этом случае свет не включаю. Но сделал так, что если человек перемещается, и когда подходит ближе к датчику, то датчик отправляет сигнал на включение еще одного светильника, который близко к нему находится. И из-за этого получается, что фактически свет снова включается. И для того, чтобы избежать всех этих неудобств, я сделал так, что есть возможность просто выключить этот сценарий фактически, чтобы он не работал некоторое время. Это делается так, что у меня можно через инфракрасный пульт от телевизора там нажать определенную кнопочку, и тогда система перейдет в режим не определять присутствие, не управлять освещением в этой комнате до определенного там события. И при этом информирует о том, чтобы люди не забывали выключать свет, если они выходят из комнаты, потому что в таком случае свет сам не выключится. Ну и через некоторое время, либо при нажатии определенной кнопки на выключателе,
у меня этот режим отключается и снова начинает система работать в обычном режиме. Ну и поскольку всю эту систему я настраивал с датчиком присутствия в зимнее время, когда постоянно темно, то у меня не было необходимости как-то отслеживать, когда освещения достаточно. Но сейчас, ближе к лету, когда бывает так, что днем очень светло, конечно, включение света может быть излишним, и нужно будет этот сценарий сейчас менять, переписывать заново и предусматривать вариант работы либо от времени суток, либо просто от освещенности в комнате. И на основании этого принимать решение, включать или не включать. Но по большому счету это, конечно, не очень удобно, потому что если уже привыкаешь к какому-то сценарию и к тому, как он работает, то когда он начинает менять свои условия работы и установки каким-то другим образом, например, заходишь, а он не включается, это становится не очень удобно. Например, сейчас я именно по этой причине сделал так, что даже ночью, когда заходишь, он не остается выключенным, чтобы не слепить, а все-таки он все равно включается, иначе не совсем понятно получается. Либо он просто не работает, либо выключен режим автоматической работы этого датчика и освещения, соответственно, либо какая-то еще другая проблема случилась. И, конечно, иногда это не очень удобно. Было бы неплохо использовать какой-нибудь, конечно, диммер для того, чтобы, допустим, ночью включать поменьше свет, днем побольше свет. Но сейчас практически нет таких выключателей у нас в продаже, которые позволяют так настроить работу обычного выключателя. Ну и сами лампочки светодиодные тоже должны быть специальными, которые поддерживают этот режим. У них, конечно, регулировка будет не в очень большом диапазоне, но это, в принципе, будет тоже довольно интересным решением для управления светом в этой комнате.